И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Сегодня вышло очередное обновление для CS2, которое весит достаточно скромно, какие-то 57 мегабайт. Однако оно вносит действительно годные изменения и хранит в себе очень неудобные утечки, которые касаются патруля. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Хочешь продуктивно начать лето, то самое время испытать удачу и выбить классные скины на Hellstore, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Или же коинфлип, где ты один на один сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И, конечно же, краш, которым ставишь значение, и если линия ее прошла, то ты в шоколаде. Ну а если вдруг тебе не понравился выбитый скин, то всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Так что не теряй времени и заходи по ссылке в описании. Ну что же, изюминка данного обновления — это, конечно же, новая настройка динамических теней во вкладке графики. Теперь же вы можете выбрать, будут ли падать тени от всех источников света или только от солнца. То есть, если вы включите только от солнца, то тени, допустим, от автоматов с водой отображаться у вас не будут. И да, это неплохой такой вариант для слабых ПК, ну или тех, что не вывозят высокие настройки игры. Однако данное нововведение является еще и спорным, ведь во многих случаях тени от разных источников света дают игрокам преимущество. Вы можете заранее определить, откуда идет игрок на цыпочках, и все в таком духе. Но главное то, что теперь аж чувствуется небольшая ностальгия от старой доброй КС-очки. Следующее нововведение, которое тоже хочется выделить, касается измененной панели экипировки игроков, которая находится в верхней части экрана, рядом с счетчиком раунда. Теперь при демонстрации экипировки ваших тиммейтов шкала здоровья немного расширяется, показывая еще и количество здоровья в процентах. Ну а также добавили анимацию левой руки для ножа Боуи. Кто не в курсе, ранее с данным ножом вы могли видеть только правую руку. Ну а левой анимацию не подвезли до сегодняшнего дня. Далее исправили некоторые глюки с интерфейсом, где могли возникать разные элементы меню, которые не относятся к вкладке, которую вы открыли, будь то обычная страница или же какая-нибудь таблица матча. Ну и поправили одностороннюю видимость для игроков, находящихся внутри взрыва осколочной гранаты, и различные изменения в файлах локализации. Ну а мы наконец-таки переходим к утечкам и о том, что разработчики не рассказали в своем официальном списке изменений. В игру был добавлен знаменитый параметр NoSteam со всеми вытекающими сообщениями о том, что в приоритете запуск игры со Steam, и о том, что если вы используете данный параметр, то автоматически переходите в Insecure режим, в котором, соответственно, вы не сможете зайти на официальные сервера и тем более пойти в соревновательный режим. Но побегать в соло с ботами всегда пожалуйста. Очень удобный параметр, если вы работаете в инструментах CS2 и тестите свое детище. Ну а также в файлах игры был замечен занимательный параметр, который связан с демозаписями вашего матча, призванный делить вашу записанную игру на интервалы, которые впоследствии используются для лучших моментов вашего матча. Это, разумеется, говорит нам о скором появлении долгожданной кнопки с лучшими и худшими моментами игрока. Однако это далеко не все. Данное разделение на интервалы по плану должно было работать и в патруле, что лишний раз дает повод усомниться, что патруль, о котором разработчики заявили в одном из своих чейнджлогов, вообще работает. Есть очень много вопросов к данной ситуации, которые намекают на то, что патруля и вовсе не было, потому что он не работал, и его никто по сути не получал. Даже невиданные нам суперсекретные доверенные партнеры. Либо же он все-таки существовал, но они с болью в жопе просматривали целые записи матчей, а не как ранее определенную вырезку. Но я больше склоняюсь к первому варианту, что никакого патруля все-таки не было, лишь визуальная составляющая, которая скрыта от игроков. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!